Ну что, топ-5 телевизоров с Dolby Vision за вменяемую цену. И я вам скажу, такое возможно, потому что многие даже не понимают, что Dolby Vision можно смотреть даже на дешевых телевизорах, а многие думают, что купив мега дорогие телевизоры, они получают настоящий Dolby Vision. Так вот, на канале Технозон топ-5 телеков с ДВ за вменяемые бабки. Поехали! Слушайте, ну сейчас скажут, что я бухой. Хотя, ребят, я вообще не пью спиртное, не употребляю никакие наркотические средства и тому подобное. Просто настроение такое прикольное. Насчет топ-5 телевизоров, давайте я переключу, наверное, уже куда-нибудь подальше. Кстати, мы на моем канале, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. Ну а что насчет самого Dolby Vision? Дело в том, что, ссылки, во-первых, я закинул в описании под видео на все те телеки, которые мы будем обсуждать, а во-вторых, купил человек какой-то дорогучий телевизор и говорит, вот у меня правильный Dolby Vision, а на телевизоре допустим, за $600 у тебя неправильный Dolby Vision. Так вот, я вас расстрою. На всех телевизорах, абсолютно на всех телевизорах Dolby Vision неправильный. Я уже обсуждал эту тему на своем канале в плане того, что для очень мега правильного эффекта Dolby Vision полноценного нужна яркость до 10 тысяч кандел. На данный момент не то, что ни один телевизор вообще на рынке, ни один телевизор мира не позволяет реализовать такую яркость. У Samsung есть телевизоры по 3000 кандел, какие-то сумасшедшие на их QLED, но, к сожалению, вообще даже они не реализуют полноценно даже свою технологию HDR10+, которую они пропихивают. Потому что там тоже, оказывается, на текущий момент задир яркости до 10 тысяч кандел на метр квадратный. Для чего такая яркость, я вам объясню. Потому что в Dolby Vision подразумевается, что источники света вы будете видеть в оригинальной яркости. Например, если кто-то идет с фонарем, то ваш телевизор именно этот фонарь должен выводить с максимальной яркостью. Например, там есть фонарь, он светит 5000 кандел. Вот он 5000 должен и обеспечивать, и тогда у вас создается эффект присутствия. Я вам скажу, я такой эффект видел. На текущий момент они работают над реализацией этого эффекта, и базовые зачатки можно увидеть на Google Pixel 8 Pro. Там, где ты, когда смотришь HDR 10+ картинку, и у тебя сначала она стандартная, а потом она меняется в HDR, и задирается яркость конкретно объекта свечения, например, свеча или какая-то лампочка будет светить конкретно так, как будто она по-настоящему светится. И у нас получается, что Dolby Vision со своими динамическими данными на текущий момент более важен в плане отображения градаций серого в темных сценах. Потому что именно даже на низкой яркости Dolby Vision с данными того, как это должно выглядеть для каждого кадра или для каждой сцены, способен нас избавить от вот этих черных углов, каких-то неосвещенных моментов. То есть мы не можем реализовать ни на каком телевизоре максимальную яркость. Зато мы можем смотреть с Dolby Vision правильные градации темных сцен. Вот это на текущий момент основная, скажем так, цель Dolby Vision. Хотя вы сейчас в комментах понаписываете что вот у меня мега телевизор и я смотрю Dolby Vision, там все правильно. Ты просто не видел, как оно должно выглядеть правильно. Это я тебе сразу говорю. То, что ты смотришь это немножко более лучше, чем тот, кто смотрит на дешевом Dolby Vision телевизоре, это факт. А то, что ты не смотришь его правильно, это тоже факт. Ну, поехали. Давайте так. На 5-м месте у нас стоит телевизор Philips 55 дюймов. Во-первых, это должна быть диагональ прикольная. Какой смотреть? Dolby Vision надо смотреть в 4К однозначно. Телевизор Philips 55 дюймов, плюс 8919/12 за 43 тысячи гривен. И тут вы мне скажете, стоп, бабл. Но дело в том, что раньше ты ставил Philips'ы выше, чем остальные телевизоры. Я вам объясню, тут и правильно, и нет. Эта моделька совсем новая. И, к сожалению, здесь у нас Titan OS. Это их новая хрень, которую они запустили на моделях 2024 года. А эта модель у нас, пожалуйста, 2024 года. И там, хотя и есть Google Play Market, но не все приложения на нем будут работать. Объясню. Это их собственная ось, которая не основана на Android, но она позволяет в режиме какой-то виртуальной совместимости что-то запускать. Не все приложения пока что работают. Будет развиваться, будем смотреть, будем продвигать. Но на текущий момент, я вам скажу, это неплохой вариант для внешних устройств, потому что он поддерживает от 48, вот смотрите, я сейчас перейду, от 48 Гц до 144 Гц, и тут многие скажут, что нет автофреймрейта, нет, 48 Гц
вернее, не будет поддерживаться автофреймрейтом. В данном случае на телеке реализовано, что 24-кадровое видео будет работать на частоте матрицы 48 Гц. Это раз. То есть у вас будет правильное воспроизведение фильма. Во-вторых, у него есть максимальная частота 144 Гц. Здесь, ну и классная уплавнялка. Это раз. А во-вторых, в нем есть VRR и Ambilight. VRR очень классно для игровых консолей. А Ambilight у нас, конечно же, фирменная подсветочка от Philips. И тут уже мы с вами получаем 10 бит, 8 бит плюс FRC, псевдо 10 бит с Direct LED подсветкой, с HDR 10+, с Dolby Vision и с хорошими углами обзора. Но, к сожалению, вот эта вот дебильная их операционная система, которая еще и работает на процессоре Novatec, который, кстати, неплохой NT72676, но на 8 гигабайтах хранилища. А память они умолчали, что там очень маленькая память, и это такой себе вариант сэкономить. То есть здесь у нас есть и Dolby Atmos, и Dolby Bass Enhancement, и Dolby MS12 V6.2, блядь, какой-то, я не знаю, зачем они это сюда напихали, потому что народ даже не понимает, о чем идет речь. DTS Play-Fi, DTS X, короче, я вам скажу так, объемный звук здесь реализовали классно. То есть здесь есть декодинг, и вы можете прямо объемный звук брать из телека, даже если подключаете через HDMI внешнее устройство, которое на него будет подавать различные стандарты звука. Вот таким вот образом. То, что здесь есть USB 3, это большой плюс, есть EasyLink, HDMI CIC, который работает, есть ERC, HDCP 2.3, High Frame Rate HFR, Variable Refresh Rate VRR, короче, это классная тема для игровых консолей. Ну и, конечно, со всеми вот этими вот автогейм-модами, Амазонами, Netflixами и тому подобное. То есть напихали они много, как это работает, всем уже понятно, что Titanos немножко пока сыроват, поэтому и на 5-м месте, хотя телек действительно крут. И хотя они молчат про яркость, я вам скажу, тут яркость 400-450 кандел за такие-то деньги. На 4-м месте у нас вот, пожалуйста, вот такой телевизор Hisense 75 дюймов. Кстати, я вам объясню, это не самый лучший телевизор в плане своей какой-то технички, но он хорошо подходит для тех, кто хочет реально большую диагональ. Еще и за вменяемые деньги. За 34 штуки, 75 дюймов на Direct LED, с поддержкой, конечно же, ну давайте, здесь будет более понятно, это 60-герцовая матрица. Базовая яркость 350 кандел на метр квадратный, в HDR пиковая 450, я вам сразу говорю, на HDR пике. Это у нас базовая яркость. Это моделька 23 года. У нас здесь 10 бит псевдо, 8 бит плюс FRC, что в принципе неплохо для таких вещей. Direct LED, само собой, как я уже говорил. Неплохой видеоускоритель и своя прибитая операционка на всю голову вида U6.0. Из прелести это то, что у нас есть обыкновенный Dolby Audio, DTS Virtual X и Nikon Stereo. Кстати, Nikon Stereo дает неплохой звук на самом телевизоре. Ну и само собой Dolby Vision, HDR10, HLG, HDR10+. Классная тема в плане того, что за 34 тысячи гривен вы получаете IPS-очку, неплохую, большой диагонали, за очень дешево. И здесь есть еще и игровой режим, ну, такой себе игровой режим, это просто-напросто убирается постобработка изображений, конечно же, без какого-либо VRR, без динамического рефреш-рейта, но очень неплохо, почему у него есть 4К апскейлер неплохой, и сам по себе он, конечно же, рассчитан под внешнее устройство. У него есть TÜV Blue Light, вот эта вот сертификация для защиты ваших глаз. Неплоха модель, неплоха. Мне понравилось в плане того, что очень большая диагональ за вменяемые деньги. А вот то, что следующее вы увидите, это реально топ. Это реально топ. Это у нас телевизор Hisense 55 дюймов, 55 U8KQ за 39 999. За 40к гривен. Давайте я вам сейчас на секундочку скажу, что у нас здесь. У нас есть от 48 Гц до 144 Гц VRR-чик. У нас есть мини-LED на VA-матрице. Там цвета, ребята, просто зашибенные. 8 бит плюс FRC, псевдо 10 бит. У нас есть 500 кандел на метр базовая яркость. Пиковая у нас, кстати, 1500 кандел на метр. И вот здесь вот уже начинается веселый Dolby Vision. Ёлы-палы. 1500 в пике. Это классный показатель. Ребята, и здесь есть Dolby Vision IQ, HDR10, HLG, HDR10+. Это реально топ
за свои деньги. Нативные 120 Гц, кстати, частота. Объясняю, что такое нативная 120 Гц. Я вообще бы его ставил бы на первое место, ну или как минимум на второе. Давайте мы его переведем на второе. Вот реально, я этот телевизор видел, и за его деньги, которые он стоит сейчас, что такое нативные 120 Гц? Это значит, что вам даже не нужен автофреймрейт, чтобы смотреть 24-кадровые видео. В 120 Гц делится без остатка на 24. Это будет 5. У нас не будет микрофризов и микролагов в сценах таких объемных. У нас не будет фризов в YouTube, потому что YouTube преимущественно идет 60 Гц. Да, он будет переключать свою матрицу. Ну вот смотрите, да, альтернативные текущие частоты 50-60. Это значит, что он будет переключать под IPTV 50 Гц, по сути сможет воспринять. Ребят, просто шикарный телек. Здесь Mediatek 9618, 4-ядерный и с видеоускорителем Mali G57, Nvidia U7.0, с Dolby Atmos, с Dolby Audio, с Nikon Stereo, но здесь, кстати, классный звук в колонках, действительно классно сделали, с USB 3.0 на самом-то деле прикол. Но я вам скажу, сюда нужно ставить конкретно либо консоли игровые, либо внешние устройства. Имеется в виду ТВ-боксы. Объясню, при этом хорошие. Хотя здесь есть 4К апскейлинг, здесь есть у нас AMD FreeSync Premium Pro. Пошпилить можно вообще запросто, для плойки вообще идеально. Есть HFR, это для 3 и 4 HDMI. Есть VRR для 3 и 4 игровые порты. Он откалиброван лабораториями Kalman Ready. То есть это телевизор с крутой калибровкой. У него есть IMAX Enhancement, у него есть запись каналов, у него есть MEMS, это уплавнялочка. Уплавнялочка у них у всех есть, кстати. Но этот телек нереально крут. Нет, на первое место, все. На первое место, все. Потому что, ну, за такие бабки вы не найдете лучше. Да, сейчас вы скажете, я это сделал специально, я это сделал специально. Я знал, что я так сделаю, но телек действительно классный. Ладно, это будет первое место, я уже так запалил его. На третьем месте у нас телевизор Sony 55 дюймов Bravia XR Full Array за 54 тысячи. Если бы не цена, я вам скажу, он на Google TV. У него есть XR True Luminous Pro технология. Как они любят эти, скажем так, рисовать вот эти красивые названия. Но давайте разбираться, что же там внутри. 40 Гц-120 Гц. Подходит именно для PlayStation, для Xbox. Direct LED с зонами локального затемнения. 23 года у нас моделька. 8 бит плюс FRC, 10 бит. У нас, смотрите, поддержка Dolby Vision, HDR10 и HLG. Почему не на первом месте, не на втором месте? Потому что нет HDR10+, это раз. Во-вторых, это все-таки не OLED и ничего там, и не мини-LED. И вот есть вот такие вот моменты того, что... Но то, как показывает Sony всегда показывает по-особенному. Всегда по-особенному. Здесь 4К HDR процессор X1. Кстати, не знаю, почему X1 нужно было что-то новенькое делать. 4 ядра, 16 гигабайт хранилища на Google TV, и он может работать без ТВ-бокса. Здесь Dolby Atmos, есть Dolby Audio, у нас есть компенсация комнаты, то есть он рассчитывает, как должен идти звук в комнате. У него есть DTS, у него сбалансированные спикеры, у него есть Bass Reflex спикер, это, ну они так назвали Bass Reflex спикер, это внизу у них стоит сабвуферчик такой небольшой, в самом телеке встроенный. Еще и акустическая автокалибровка, просто шикарно. Дальше, поддержка DLNA, это все понятно, есть у нас ARC, есть Bravia Sync через HDMI, и, конечно же, VRR для наших игровых устройств, плюс на текущий же момент вот этот вот VRR, я так понимаю, что многие ТВ-боксы, которые сейчас уже новенькие на Google TV 12, там, например, тот же самый Chromecast 2020, он может переключать частоту без погружения в черный, то есть используя технологию VRR с низкой задержкой. У него есть, само собой, 4К апскейлинг, само собой, у него есть поддержка Apple AirPlay нативная, то есть подходит для яблока вот этих вот всех там фапателей и всех остальных. Хотя я неплохо отношусь к яблоку и тем, кто им владеет, и их парням. Ну, блин, ребят, ну как-то так. Ладно, охренительный телевизор. 54 штуки. Неплохая цена, немножко высоковато за LCD-шечку. Но то, как показывает Sony, действительно, знаешь, взял в руки, маешь вещь, как я себе по утрам говорю.
На втором месте, это то, что было до первого, у нас OLED. И да, вы будете правы, OLED должен был попасть. Это LG 55 OLED 55C36 LC. Это C3 серия за 62 тысячи гривен. Один из самых дешевых сейчас вариантов реализации OLED на Альфа 9 процессоре. Очень неплох. И давайте посмотрим. От 40 до 120 Гц. Конечно же, OLED Evo. Это не самое то. Я мог бы сейчас взять бы, допустим, не брал бы серию А, это совсем у них фуфловая, это самый дешевый OLED, который есть. G3 самый дорогой OLED, не стоит тех денег, поверьте. OLED-дисплеи с бесконечным контрастом, это просто-напросто круто. Это просто-напросто круто. 23-го года моделька, 10 бит, здесь чистые 10 бит. Это единственная модель в этой всей линейке с чистыми 10 битами. У нас здесь поддержка HLG, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10 Pro. Это, кстати, вот, знаете, LG хитрецы. Для того, чтобы не поддерживать вместе с Samsung HDR10+, они проталкивают отдельный HDR10 Pro, который тоже имеет, угадайте что, динамические метаданные для отображения расширенного диапазона в каждой сцене, либо в каждом кадре. Так взяли HDR10+, доработали, назвали по-своему. С минимальной задержкой 0,1 миллисекунда. Ребят, с минимальной задержкой 0,1 миллисекунда. У нас тут, смотрите, классные динамики с двумя сабвуферами, с Dolby Atmos, с Dolby Digital. У нас с DTS декодером, саундбар, режим саундбара. Кстати, ребята, режим саундбара. Виртуальный 9.1.2 звук iSound Pro. И можно было бы перечислять бесконечно. Конечно же, здесь есть поддержка и VRR. И, кстати, здесь есть поддержка USB камеры, и HFR, и HDCP 2.2, и eARC для подключения этих самых, допустим, ресиверов через обратный eARC, AMD FreeSync, Premium, Apple HomeKit, Apple TV+, Apple AirPlay, Cinema HDR, Game Dashboard Optimizer. Короче, я могу вот это все перечислить вам, а вы охренеете. Потому что это на самом деле один из самых крутых. И он был бы на первом месте, если бы не его действительно вот эта вот прибитая цена на текущий момент. Ну и плюс выгорание. Они все никак не могут проработать с выгоранием. А знаете почему? Почему они не пишут яркость? Потому что на OLED сравнивать яркость, допустим, с теми же самыми VH-ками, либо IPS-ами нельзя практически с LED-телевизорами, потому что это чуть разное. То есть обычно на OLED яркость ниже. Но это каждая точка светится, поэтому там по-другому передается, скажем так, цвет и все остальное. То есть вы это должны понимать. OLED по яркости сравнивать нельзя. Поэтому на втором месте, на первом, как я уже сказал, Hisense 55 дюймов U8KQ за 39 штук, за 40 практически. Это просто топ. Это просто топ. Вы можете быть со мной 1000 раз не согласны. Напишите ваши варианты. Но только ссылайтесь на сцену. Мы же вернее, не на сцену, на цену. Боже, какие сцены. Мы же за адекватные деньги с вами разбираемся, а не просто так пальцем в небо ткнув. Поэтому Бабл с вами был вот на этом канале Технозон. И вот крутая подборка телевизоров, ссылки вот там внизу в описании. Пока.